Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 6-я серия аниме Кайдзю номер 8. О, время операции. Так, 3:00. Операция. Аканоги, можешь докладывать. Есть. Эвакуация жителей началась в 2 часа 45 минут. Аканоги. Время 3:01. Сагамихара. Центр активности Сагамихара. Всем жителям названных районов необходимо следовать указаниям сил самообороны. Но почему именно в Сагамихаре? Когда уже сошники приедут? Мам, я хочу в туалет. Да. Для них это такое обычное явление, прямо как когда... Вот когда землетрясения озвучиваются, эвакуационный автобус. ССО будут содействовать. На парковке ТЦ Леон Молл отдельный артиллерийский полк обустраивает командный пост. Подключайте Командный ОВ. пункт ССО 305. Запрашиваю отчет об эвакуации. Что там с кардиналом? Впервые обнаружен на разломе канава. Там ушел под землю, где постоянно рос. Видимо, началась репродуктивная фаза, и он вышел на поверхность. Сразу после появления кардинала было обнаружено скопление сателлитов. Чтоб тебя. Сколько ж там этих тварей? К Много. счастью, все они рядом с зоной подавления. Чтобы снизить сопутствующий ущерб, кардинала следует как можно скорее уничтожить в пределах зоны подавления в квадранте Браво. Я с ним сама разберусь. Огонь буду вести из квадранта Эхо. Там как раз шоссе рядом. Выцелить Кайдзю будет проще. Ого. Я присваиваю этой операции название «Сагамихарское подавление». Личный состав, желаю удачи. Прикольно, когда ты командир и можешь называть операции как хочешь. Прямо как Жубер из такси. Операция ниндзя. Как он там говорит. Или кобра. Или панда. Что он там еще нес? Да он с пистолетом. Ну что, все готовы? А, Впереди у нас охота на Кайдзю. да. Моя первая операция. Кайдзю номер 8. До сих пор не верится. Не вздумай меня разочаровать. Кавка Хибина. Слушай, о себе лучше позаботься. Вы что, блеванул? Простите, на нервах слишком много съел. Обычный спусок в горло не лезет. Открывайте окно, живо! Нет, на меня убьют! Чёрта, старикан! Пожалуйста, пощади. Время 4:00. Командный пункт ТЦ Леон Молл. Время 4:00. Эвакуационная зона Леон Молла. Ну они это в каком-то там сити-моле. Так, ну 4:00. Батарея. О, какая. Квадрант Эхо. Ну это все в одно и то же время. Взвод Хосины. Ну ясное дело. Так вот, что такое зона подавления. А вон там нынешний кардинал. Рассветная операция Сагахимарское подавление. И такому и что? Номер не присваивают, значит? Это что у них там за зверье должно водиться, чтобы такому не присваивали номер? Даю краткую вводную. Отряд капитана Асера берет на себя кардинала. Наша проблема – бесчисленные орды сателлитов. Зону для подавления выбирали так, чтобы в ее пределах не оказалось критической инфраструктуры. Ваша задача – любыми способами удержать сателлитов в зоне и перебить их всех. От этого будет зависеть масштаб разрушений и стоимость ремонта. Ага, Очень и стоимость. очень важная работа, между прочим. Естественно, вас, новичков, мы разместим в задних рядах. Только учтите, это значит, что вы будете последней линией обороны. Есть у кого вопросы? Видимо, нет. Все готовы мочить все подряд, то, что не похоже на людей. Прекрасно. Да. На полигоне можно быть хоть трижды звездой. Но толку от этого ноль, жизнь не спасет. Пришло время показать силу в реальном бою. Цыплята. Цыплята, вот козел. Он их будет... Но он их по-доброму чморит. Отлично! За дело! Ура! Да. Что-то я не разделяю их В общем, энтузиазма. вперед и с песней. На связи отдельный артиллерийский полк ССО. Эвакуация гражданских и возведение командного поста завершены. Принято. Так. Спасибо вам за содействие.
Подразделения СО и ССО готовы к операции. До выхода капитана Асера на позицию 8 минут. Вот мы и на операции, дядя. Ага. И я должен доказать, что не лыком шит. Будешь продолжать в том же духе, вылетишь из СО. Через 3 месяца уволю. Чё? Второго шанса не будет. Мне страшно, аж трясет. Того и гляди, сломаюсь под грузом ответственности. Знаешь, при всем при этом... Мне дико не терпится скорее начать. Оно и неудивительно. А то. В конце концов, вы всегда мечтали попасть в СО. Да, всю жизнь вот Дядя, ждал этого. давайте первую операцию проведем. На отлично! Квадрант Эхо. Обнаружены сателлиты. Вот они. Ну, поехали. Какие-то они грибочки. Пошли, Кикору! Какой радости ты мне указываешь, Старчи! Не помри там, Итикава! Вы тоже, дядь! За дело! Я эту операцию сделаю своим оглушительным успехом! Погнали! Зачет. Зачет, да. Ага. Прилетела? Прилетела. Ох, она должна Внимание, капитан Асера заняла ударную позицию. такую верзилу завалить. ССО, запрашиваю огневую поддержку. Оттесните кардинала в квадрант Браво. Принято! Отдельный артиллерийский полк, внимание! Оказать огневую поддержку сил обороны! Ни черта себе, ну им шмаляют не по-детски. А ему что, хоть бы хны, да? Он хоть что-то чувствует? Или это такая твердая тварь? Откуда вообще эти твари появляются? Вот мне интересно, они что, просто так возникают? Ну что ж, ребятки, вот и ваш дебютный бой. Первым делом вынудите старшаков отвесить челюсти пониже. Классно сказал. Началось. Но ощущение не как во время экзамена. Я поразительно спокоен. О. Я чувствую невиданную мощь. Ну а то, по факту... Костюм помогает. Да ладно. Помогает высвободить боевой потенциал. Его снесли. Ты куда вылез, балда? У тебя потенциал 1%! Вали скорее в тыл! Весело. За какую провинность нас поставили нянчиться с молодняком? Хотя бы под ногами не путайтесь и учитесь. Хикору, фас. Учтите! Мы не знаем слабых мест этих кайдзю. Действуем осторожно, пока ребята с передовой не за... Так точно. Действую осторожно. Бью по возможным слабым местам кайдзю. Действуй осторожно. Мочим всех без разбору. Одним выстрелом. Так точно. Исполняю приказ. Чувак, иди отдохни. Какого черта? Вали отсюда. Откуда у этой новенькой такая мощь? Иди отдыхай. Так вот, что умеет Кикору Синоми. Кикору! Умница! А ты что хотел? Я всегда умница. Внимание, опасность. Наблюдается резкое повышение пульса. Кто тебя просил об этом оповещать? Квадрант Фокстрот. Отлично! Лапы прострелили! Добивайте! Молодцы. Рухаси! Хорошо сработал! Да. А то ж! Видал, Рену? О, Рен тоже молодец. Я имею в виду Итикава. Ты что, в одиночку его завалил? Да. А еще, кстати, заменил разрывные пули на замораживающие. Ими Так. получше получается. И затормозить, и убить противника можно. Сейчас еще попривыкну, и охота сильно лучше пойдет. Ну это грибы, понимаете? Это все-таки Это еще не грибы. предел. Я должен стать сильнее. Холод. Настолько, чтобы дядя не превращался. Против грибов капец как холод работает. Если кто знает игру Last of Us, то вы
Мне кажется, прекрасно понимаете. Замораживают, расслабляют и потом добивают. Шустрые гады. Что в этом году за новички такие, а? Берсерки. Наконосимо. Какого черта они вытворяют? Бешеные. Я всю уверенность растеряю. Мне говорили, что новички в этом году хороши, а они просто улет. О, Харуити Яой. подстрелил. По-моему, ты тормозишь, Харуити. Да-да, только не забывай, что с 4 из них я тебе помогал. Не задирай нос. Один как дикий зверь, другой нежный и спокойный. Рекруты реально суперские. Замком Хосина рассказывал, что человек 5 новеньких прям нечто. Но дело не только в них. Этот набор в целом намного лучше, чем все предыдущие. Все эти бешеные ребята, Похоже, смотрите. лучшие мотивируют отстающих стараться втройне. Мощные ребята. Этого явно я завалил. Разведка докладывает. Квадрант Джульет зачищен от сателлитов. Противник уничтожен. Ребята валят одного за другим. Мочат жестко. Фига, они крутые. Вот и Каруги пошел вглубь Ситикавы и Фурухаси на острие. И Тикавы Сахару тоже в ударе. Вот же черт. Товарищи из кожи вон лезут, а я только мешаюсь. Неужели ничем не могу им помочь? Думай. Ты можешь думать, у тебя фишка точно. думать. Учтите! Мы не знаем слабых мест этих кайдзю. Действуем осторожно. Наблюдай. Передовой не сад... Наблюдай, давай. Чего сидеть? Лучше буду делать то, что умею. Молодец. Водный, смотрите. Что он там вытворяет? Ого. Это с 1%. В этом костюме разделывать кайдзю легче легкого. О, Может, начнут выдавать их и уборщикам, если наконец наладят конвейерное производство. станешь командиром, распорядишься. Внутри все как у обычного грибного кайдзю. Разве что ядро где-то в другом месте. А Так. где? Может, с этой стороны? А? Так, погоди-ка. Замком Хосина! Я выяснил, где ядро! Чего? У самого основания шеи. Правда, его, подобно жесткому панцирю, защищают крепкие мышцы. Офицерам со слабым боевым потенциалом, наверное, лучше бить туда с боков. Еще один момент. Самый важный. У этих сателлитов есть репродуктивные органы. Такие белые уродливые штуковины в области жопы. Скорее уничтожить, а то оглянуться не успеем, новые сателлиты полезут. Офигеть. Ты просто нечто. Сжечь трупы. Аканоги, зайка, сообщи об этом всему личному составу. Зайка? Есть информация о ядре кайдзю и репродуктивных органах. Рабочий опыт, конечно, сыграл свою роль, но ты явно не зря сутками учился. Молодец. Молодец. Я сумел принести пользу Молодец, молодец. Замком, я займусь нейтрализацией убитых и раненых сателлитов. Я буду стараться делать все, что в моих силах. Лишь бы только однажды поравняться с тобой, Мина! Что такое? Похоже, началось. Что? Внимание! Кардинал вошел в зону поражения. ССО, авиация, сейчас же отступайте. Силы обороны, немедленно открыть огонь по лапам кайдзю. Удерживайте его столько, сколько возможно. Все, сейчас она шмальнет из своей супер гигантской мега крутой пушки. Провожу захват цели. Нашу поправки на силы тяготения и Кориолиса. Дополнительных целей не обнаружено. Первый снаряд заряжен. Подготовка завершена. Огонь разрешаю. Посмотрим, кто из нас станет самым крутым бойцом! Кавка. Вот на что я сейчас способна. Какой бы крутой она ни была, это друг детства. Это друг детства. Какой бы сильной она ни была по статусу, все равно воспоминания, эмоции нацеленные на него не как на подчиненного, а как на друга. Боевой потенциал 96%. Шмаляй. Кавка, смотри очень внимательно.
Огонь! Тот ему, вот смотри, на что ты замахнулся. Извините, но там полгорода должно было снести. Вот на что способен человек, с которым ты хочешь поравняться. Ага, вот она. Второй снаряд заряжен. Принято. Огонь разрешаю. Шмаляй. Снесла. Кардинал не подает признаков жизни. Падает на землю. Учитывая, что они теперь научились воскресать, я бы проверил пульс. Третий снаряд заряжен. Принято. Огонь разрешаю. Пульса нет. Критические повреждения. Кардинал уничтожен. Как же капитан хороша. Четвертый снаряд заряжен. Постойте, но ведь Кадзи уже и так погиб. Разрешение. Пульс есть? Есть. Нет, знаете, уж лучше... Чтоб меня. Вживую смотрится совсем не так, как по телеку или в бинокль. Ну а то. Мина просто нереально крутая. Ну что, поднимаешь лапки кверху? Чё? Фига с два. Поравняться с нашим капитаном? Это значит обрести равную ей силу. Замечательно, замком Хосина. Но вы-то сами способны на такое, а? Я бы Да не... не в жизнь. В смысле, не в жизнь? У меня низкий боевой потенциал с дальнобойным вооружением. Против крупных кайдзю капитан лучше меня на голову. А? Зато, например, против малых и средних чудовищ... Замком, сзади! Я, пожалуй, буду посильнее нее. Нифига себе, на что он способен. Катана. И ударил так быстро, что я не увидел ни черта. Мой род еще с периода Мурамати охотится на всяких кайдзю. Ага. Я больше к холодному оружию привычен. Командиры и замкомы — это ведь главный козырь дивизионов. Для нас даже готовят особое вооружение под специальность. О, как. Привилегированные чувачки. Осина, кардинал уничтожен. Принято. Все, отставить разговорчики. Время для настоящей работы. Но ведь капитан сказала, что кардинал убит. Ты вводную не слышал? Главная проблема этого кайдзю — его огромная орда сателлитов. Пусть кардинала мы и убили, у него в теле еще остались твари. Ага. Как я и думала. Идут. И сейчас они вырвутся на улицу. Слушайте меня, впереди развязка. Разметаем эту нечисть, О, как. а потом на базу есть вкусный завтрак. Эту всю толпу? Да, на словах легко. Сапком угощает. Что, выдохлись, новички? Похоже, выносливости он конкретно не достает. Так, народ! Пришло время показать молодняку, что в битвах решает не только потенциал. Да! Эх, ребятушки. Взводная Наканосима? Можете присесть и отдохнуть, малыш. А старшики совсем разберутся. Как вам предложение? Мы будем сражаться. Да. Слушайте, она какая-то, она там уже порядком устали. домогаться их Они на будет. последнем издыхании, и боевой потенциал падает. Ну так им довольно крупная операция досталась в первый выезд. Впрочем, если продержатся до конца, их станут еще сильнее. Большинство офицеров застревают на боевом потенциале от 20 до 30%. Ага. Ну а потом уходят на пенсию обычными офицерами. Ага. Но иногда попадаются те, кто преодолевает эту стену и со временем дорастает до командиров. В этом году таким похвастаться может одна лишь Икору Синомия. Ага. Это пока. Пока. Я чувствую большой потенциал еще и в Рене Тикале. Вот же черт! Я целых 5 лет в техникуме подавления тренировался как проклятый! Так какого черта я за ним не поспеваю? А, обидно, да? Ару, мне кажется, здесь не осталось сателлитов.
Да, я тоже их не наблюдаю. Внимание! Квадрант Фокстрот! Приближаются сателлиты! Явились. Пойдем на передовую. Ага. Ну, погнали, сейчас будут. Так, мне эта длинная пробежка не нравится что-то. Они на что-то напрутся. Форма монстрорубки? Что здесь делает простой рабочий? Эй, ты что, тревоги не слышал? Это гнидошляпа. Уборщикам еще рано за работу браться. Это шляпа. И с этим дохлый номер. Я репродуктивные органы добавила, их уничтожили. Добавил? И как только поняли, что это такое. Может, среди сошников есть какой-то знаток кайдзю? Добавил? Вы случаем не в курсе? Я сейчас не понял. Так, так, добавил. Я сейчас не понял, эта тварь что, создает их? Да, он написал добавил. Он их создает. Он может их создавать. Любопытная мразота, любопытная тварь. Какой-то особенный. Этот мистер Шляпа какая-то... Интересно, он до этого уже был? Или это какая-то следующая ступень? Или это какое-то древнее существо, какая-то древняя сволочь? Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент, и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. Итак, дорогие друзья, первое настоящее сражение, первый бой, первая операция наших ребят, а именно Кавки, Итикавы, Фурухаси, Аои и Харуити. Отлично, за дело! Пытаюсь их всех запомнить. Итак, дорогие друзья, начну с города, в котором происходит операция Сагамихара. Город, определенный указом правительства Японии, расположенный в префектуре Канагава. Площадь города составляет 328 квадратных метров, население 722 881 человек. Он был основан 29 апреля 1941 года, а статус города, определенного указами правительства, получил только 1 апреля 2010 года. И, к слову, если честно, меня привлек внимание, когда я читал про этот город, так поинтересовался, а почему именно этот город, да, и тут я напоролся на очень интересное событие, которое произошло, точнее, неинтересное, боже, господи упаси, очень трагичное событие, которое произошло в этом городе. 26 июля 2016 года в городе произошло нападение на пансионат для инвалидов, в результате которого не менее 19 человек погибли и 40 были ранены. Это убийство стало крупнейшим в послевоенной истории Японии. Не сказать символично, но что если это так? Что если данная операция каким-то вот образом, то есть вот сюжет данной операции каким-то образом даже упомянул этот момент, потому что такой город, да, в котором произошло такое событие, это город на слуху, какие-то ассоциации произошли, и мангака использовал дурную славу этого города в целях улучшения сюжета. Все может быть. Знаете, не кажется случайностью, что он конкретно выбрал для первой операции этих ребят именно этот город. Вот теперь вот в каждом городе, когда будет операция вестись, постоянно буду проверять город. Итикава нашел их слабое место. А еще, кстати, заменил разрывные пули на замораживающие. И затормозить, и убить противника можно. Дело в том, что это грибы. Кто смотрел Last of Us и даже сериал, ну игра это святое, это просто... К слову, сейчас вы, возможно, некоторые меня... открестится от меня, но я не играл в Last of Us, но полное прохождение смотрел, потому что такой интересный сюжет был, что я прям вот, это единственная игра на ютубе, прохождение которой я посмотрел. Серьезно. И там был сюжет о том, что грибы не могут как бы к людям, понимаете, из-за того, что нету такой хорошей температуры для хорошего развития грибов. Ну, если их ударит холод, то все, кранты. Холод их сильно
тормозит, сильно влияет на их оборону, а потом обычными патронами их добивают. Сейчас еще попривыкну, и охота сильно лучше пойдет. Итикава это нашел, и они этим начали пользоваться. Также наш гений по разделке мяса внес свою лепту. Он разобрал одного из сателлитов, посмотрел, где у них сердце находится. Ну, я как понял, эта сфера, эта штука, это у них сердце. Я выяснил, где ядро. У самого основания шеи. Он передал эту информацию, но также он обнаружил репродуктивные органы. Репродуктивные, еще раз. Но также он обнаружил репродуктивные органы. Он их миллион раз видел, миллион раз разрезал к черту и прекрасно знает, как они выглядят. Я, насколько понял, не так давно эти твари стали эволюционировать. Не так давно. Потому что они воскресли на полигоне, они репродуктивные органы, понимаете? Эти твари все быстрее и быстрее начинают адаптироваться. Их адаптирует какая-то тварь. Это шляпа. И с этим дохлый номер. Я репродуктивные органы добавил, а их уничтожили. Между прочим, снова же это акцент из Тихоокеанского рубежа. Ну, вы знаете, один похож на акулу, другой на рыбу. Доктор Гайдер, ближе к делу. Каждый раз, когда они нового кайдзю отправляли на Землю, они каждый раз добавляли что-то интересное. А когда они вообще подсоединились к человеческому мозгу, они там добавили к кайдзю и крылья. Они там и сумаистом одного сделали, одного из кайдзю и так далее. То есть они каждый раз пытались что-то посильнее делать. Они адаптируются, это не механизм защиты, это оружие. Вот тут, мне кажется, то же самое. Итак, также хочется вспомнить такой момент, который Хосина, замком наш, сказал, что его род с периода Мурамати занимается уничтожением этих чудовищ. Катана. Хотел как раз уточнить, что период Мурамати начинается с 1336 года по 1573 год. То есть, фактически, с 14 по 16 век род Хосины — это бойцы. Это бойцы, которые мочат этих тварей. То есть, вы понимаете, то есть он уже в каком-то 50-м поколении уже мочит их. То есть, в нем это прямо заложено. И также на этом поле боя появился этот мистер Шляпа. И я очень боюсь, что и Тикава, и Хару попадут под замес. Вы помните, что эта тварь за 5 минут сделала с бедной Кикору, с Синомией бедной, а? Помните? В прошлой серии кайдзю номер 8. Чего это вдруг? Что там происходит? Слава богу, у нас есть Кафка. Он там что-то должен сделать. Видимо, они сойдутся сейчас в частном бою. Дорогие друзья, это была 6-я серия кайдзю номер 8. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте, также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю кайдзю номер 8 на несколько серий вперед, без маскировки всякой и с прекрасной музыкой. Удачи вам, ребята. Увидимся уже на 7-й серии.